чему приводит дружба с Путиным и партнерство с РФ, оправдание режима и паника пропагандистов? Пятая часть мировой нефти под ударом, цены готовы к резкому скачку, кризис уже на подходе, мир может оказаться без топлива. Небо закрыто, рейсы отменены, десятки тысяч россиян застряли в зоне конфликта и теперь знают, что такое шахеды. Новая горячая точка на карте мира. Еще одна страна официально объявляет войну. Столицу накрыли мощные бомбовые удары. Об этих и других самых главных событиях. Утро понедельника, 2 марта. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. В Украине посчитали друзей Путина, точнее тех друзей, которых он потерял. Короткий срок и лучшие партнеры уходят один за другим. И ни одному никакой помощи. Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял 3 своих ближайших друзей на протяжении немногим больше года. Он тоже не помог ни одному из них. Сибига делает жесткий вывод: Россия ненадежный союзник даже для тех, кто на нее ставит все. Влияние Москвы падает на фоне войны против Украины, которую она не выигрывает и не хочет останавливать. Домино диктаторов должно продолжаться, говорит министр. В Китае уже осудили удары США и Израиля по Ирану, а Путин не отреагировал на просьбы о помощи и выразил соболезнования президенту Масуду Пезешкияну. А в ЕС заявили: гибель Хаменеи – переломный момент для всего региона. Вопрос теперь один: кто следующий? Еще несколько друзей у Кремля таки осталось. Как думаете? Пишите в комментарии обязательно. А в Иране продолжают обещать месть, причем называют месть священным долгом. Президент Ирана Масуд Пезешкиян выступил с резким заявлением после сообщения о гибели верховного лидера Али Хаменеи. В опубликованном обращении он назвал произошедшее открытой войной против мусульман. Никакая иная судьба, кроме мученической смерти на поле битвы против врагов ислама, не была достойна имени и величия великого аятоллы Али Хаменеи. Исламская республика Иран считает своим долгом и законным правом добиваться справедливости и возмездия в отношении исполнителей и заказчиков этого исторического преступления и задействует все свои возможности для выполнения этой великой ответственности и обязательства. По его словам, гибель верховного лидера – величайшее горе исламского мира сегодня. Ранее судьба самого Пезешкияна оставалась неизвестной на фоне массированных ударов и сообщений о ликвидации высшего руководства страны. Теперь Тегеран фактически официально фиксирует курс на ответные действия. Регион стремительно приближается к новой фазе конфликта. И о ней мы сейчас поговорим. Ормузский пролив снова горит, и это уже не метафора. Целый ряд морских ударов был нанесен по разным целям. Иран атаковал нефтяной танкер Skylight под флагом Палау. Судно шло в 5 морских милях от оманского порта Хасаб. На борту было 20 человек, всех эвакуировали, 4 ранены, но на этом атаки на танкеры не прекратились. Кроме того, в самом Иране заявляют, что атаковали 4 баллистическими ракетами американский авианосец Авраам Линкольн, но в американском командовании эту информацию опровергли. Сообщается также о 3-м атакованном танкере в проливе. Он загорелся. Параллельно под удар попала нефтяная платформа Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе. Отпуск в Абу-Даби за секунду превратился в зону риска. По данным Bild, снаряд упал недалеко от порта Заед. Рядом находился лайнер Mein Schiff 4. Туристы сняли фото, над портом поднимаются клубы дыма. На борту около 2500 немецких пассажиров и еще 1000 членов экипажа. Один из туристов рассказывал: раздался громкий хлопок, экипаж приказал всем уйти внутрь и держаться подальше от окон. Лайнер выполняет 7-дневный круиз по Арабским Эмиратам, Оману и Катару. Но сейчас главный маршрут — это выживание. Ну и вишенкой на торте удар по французской военной базе в Абу-Даби. Самое интересное, что в Тегеране просят соседей отнестись с пониманием к такого рода акциям.
Это не наша вина, на нас напали. Наши братья ожидают, что мы будем сидеть и смотреть, как американцы нападают на нас, используя базы и объекты на их территориях. Мы не нападаем на наших братьев в Персидском заливе, мы не нападаем на наших соседей, мы атакуем американские цели. Накануне корпус стражи Исламской революции по радиосвязи запретил судам проход через пролив, потом пролив открыли, но для торговых судов. Ормуз — это узкое горло мировой нефти, через него проходит около 20% глобальных поставок, 1/5 часть всей нефти мира. Любой выстрел здесь — это удар по ценам и по кошелькам миллионов. Вопрос теперь не только в безопасности судов, вопрос, насколько быстро взлетит нефть, и мы с вами об этом тоже поговорим через несколько минут. Пока летят шахеды в жилые дома, русские не летят никуда. Так сложилось последние несколько лет, так точно. Более того, теперь шахеды летят непосредственно по россиянам. Отпуск закончился, домой нельзя. В Объединенных Арабских Эмиратах застряли около 20 тысяч российских туристов. Воздушное пространство в регионе закрыто, в том числе аэропорты Дубая. Вот такой статус на сегодняшний день, но ощущение, что мы вылетим в ближайшие дни, честно говоря, к сожалению, нет. Проблема шире. По оценкам Ассоциации туроператоров РФ, всего в странах Персидского залива до 50 тысяч россиян с сорванными вылетами. Это Арабские Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн, плюс до 8 тысяч человек застряли в третьих странах из-за транзита через залив. Туристов размещают в отелях и просят сохранять спокойствие, но цифры говорят сами за себя. На 1 марта отменено более 700 рейсов, и никто не знает, когда небо снова откроется. Временное закрытие воздушного пространства затронуло не только прямые рейсы, но и транзитных туристов. Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелетов в Азию и с островов Индийского океана и теперь не могут вылететь домой. А давайте вспомним вместе с вами, кто же поддерживал иранский режим оружием. Никакой связи с РФ, правда? У Кремля, к слову, появляется новый весомый аргумент. Политико пишет, в Москве уже используют события вокруг Тегерана как оправдание войны против Украины. Мол, Запад опасен, и все, что происходит с Ираном, это доказательство. Политолог Владимир Пастухов считает, Путин будет говорить сомневающимся, это могли быть мы. И тем самым подкреплять старый тезис, что вторжение в Украину было превентивным, то есть якобы на опережение. Пропагандисты уже подхватили и используют эти тезисы вовсю. То есть они делали все, чтобы не нагнетать. Вот доделались. Почему ни один корабль США не утонул до сих пор, у меня вопрос. У них что, нет нормальных ракет? У них все есть. Боятся эскалации? Ну их убьют, придут сейчас всех. Вот и все. Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись? А мы понимаем, что разговор про Иран – это разговор про Россию в том числе. Российские чиновники уже атакуют и американскую дипломатию. Дмитрий Медведев назвал переговоры США с Ираном прикрытием и фикцией. Конфликт вокруг Ирана продолжается, и Кремль пытается встроить его в свою версию событий, чтобы оправдать собственную войну. Неприятный сюрприз для кремлевского спасателя всех диктаторов. Теперь дипломатический скандал. 6 лет за войну. В Казахстане осудили Евгения Люфта за участие в боевых действиях в Украине. Он получил российское гражданство в июне 25 года, но, по данным суда, воевать начал еще весной, до получения паспорта. Приговор 6 лет колонии по статье об участии в вооруженном конфликте за рубежом. В Москве уже отреагировали. Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что направит запрос в МИД и напомнил, раньше в подобных случаях говорили «не гражданин России, помочь не можем». Теперь речь идет уже о гражданине России. Сам Люфт поехал в Россию на заработки и имел долги по делу о телефонном мошенничестве почти на 9 миллионов тенге. Это около 18-19 тысяч долларов. И на вокзале в Москве, по его словам, получил предложение «война в обмен на ускоренный паспорт, землю и компенсации семье в случае гибели». История, которая может выйти далеко за рамки одного приговора, теперь в нее подключаются пропагандисты, поэтому, скорее всего, нас ждет продолжение.
Нефть на грани скачка, паника никогда не играла в плюс экономики, а ОПЕК+ пытаются сыграть на опережение. 8 стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, в апреле увеличат добычу на 206 тысяч баррелей в сутки. Это больше прежнего повышения, но все равно капля в море. На фоне войны вокруг Ирана и фактического перекрытия Ормузского пролива рынок ждет ценовой шок уже сегодня. Эксперты говорят прямо, свободные мощности есть только у Саудовской Аравии. Остальные работают на пределе. Значит, это скорее сигнал рынку, чем реальное спасение. Торги стартуют с $73 за баррель Brent, и США, по данным Financial Times, не собираются вскрывать стратегический запас в 415 миллионов баррелей. Если Ормуз останется под угрозой, нефть может рвануть вверх, и это почувствуют все. Выстрелы на танцполе, праздник и паника. В Цинциннати в клубе рано утром открыли огонь во время вечеринки ко дню рождения. Звонок в 911 поступил около часа ночи. Пострадало 9 человек, все с огнестрельными ранениями. Но, по данным полиции, без угрозы жизни. Их доставили в медицинский центр. Нападавшие или нападавшие скрылись. Мотивы неизвестны. На месте нашли оружие. Улицу вокруг клуба перекрыли. Полиция подчеркивает, прямой угрозы больше нет, но это уже второй подобный случай в США за последние дни. И вопрос снова тот же. Почему вечер в клубе все чаще заканчивается сиренами? И какие мотивы у нападавших? Еще одна война, теперь официально и консервативно, то есть с полноценным объявлением. Кабул под бомбами, и Исламабад больше не делает вид, что это очередной инцидент. Пакистан этой ночью ударил по Кабулу, Кандагару и провинции Пактия. Министр обороны Хаваджа Асиф заявил, терпение иссякло, и теперь это открытая война. До этого недели шел обмен ударами. Пакистан объясняет атаки охотой на группировку Техрик-и-Талибан Пакистан, пакистанских талибов, которых Кабул якобы укрывает. Поводом называют теракты внутри страны, включая взрыв в шиитской мечети в Исламабаде, где погибли 36 человек. Талибы обвинения отрицают и сообщают о своих ответных ударах. Цифры потерь у сторон расходятся. Независимо подтвердить их, конечно, невозможно. ООН, Россия, Иран и Китай уже призывают к деэскалации. Индия осудила действия Пакистана, а Исламабад в ответ обвиняет Дели в игре через Афганистан. Все очень сложно и запутанно. А в прошлом выпуске первые детали операции по ликвидации диктатора, невероятно точное планирование и считанные минуты на выполнение. Дальше США применили в Иране новую тактику, дешевый обстрел по дорогим объектам, и в этой схеме неожиданно всплывает Украина. Параллельно по Ближнему Востоку прокатилась волна нападений на посольство, а в самом Тегеране на этом фоне уже валятся памятники. И еще один громкий эпизод – захват российского судна. Военные НАТО провели операцию, которой прежде не было. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.